И как всегда, здравствуйте! И снова с вами Селигер, я Владимир Мировов и мой канал Селигерский хуторок. И мы снова в поисках приключений. И как всегда, эксклюзивчик на моем канале. И сегодня, друзья, я хочу вам рассказать о том, как растопить печь под Новый год за 20 секунд. Печки на Селигере у всех разные. У меня это шведка, 4-оборотка. Видите, на печи отмечено 2 кирпича. Это для того, чтобы ее чистить каждое лето. Моя печка с духовкой, и я ее сделал сам. Это очень удобно для приготовления пищи. У нас на Селигере говорят: готовь сани летом, а дрова весной. Надо, чтобы в мае дрова уже были готовы. За лето они просохнут, и у вас не будет проблем зимой. Растапливают печь все по-разному. Кто-то растапливает бумагой, некоторые берестой, а я растапливаю лучиной. Под нее кладу коробки от яиц и жду, когда печь затопится. И не всегда сразу это получается. Процесс долгий и муторный. И сейчас я вам расскажу о быстром способе растопки печку. Печку у нас топят на ночь. Ты просыпаешься рано утром в теплом доме, а наши любимые женщины идут в душевую кабину, моют голову и потом в тепле ее сушат феном, делают маникюр, а после идут на работу. И вот как-то раз в 12 часов ночи я просыпаюсь, как всегда, от удара по печени. А за окном мерцал старый, потускневший месяц, всем своим видом говоря: чего лежишь, балбес? Вставай, а то локоточек-то поглубже зайдет. И мой внутренний голос, так себя называет моя жена, проворчала: ну чего, опять проспал? Иди печку затапливай. Я встал с кровати и пошел растапливать печку, решив для себя: или пан, или пропал. Сегодня или никогда. Она сразу начала ругаться: куда пошел, раздетый? Опять заболеть хочешь? Потом лечи тебя. Но у меня был свой план. Дрова уже лежали в печи, там же и была закладка, которую я сделал заранее. Взяв универсальный портативный газовый баллон и горелку, я соединил их, открыл вентиль
пошел газ, нажал пьезокурок, горелка зафырчала, и я ее направил на свою закладку. Лучины стали загораться, и, досчитав до 20, я закрыл печку. И в это время жена окончательно проснулась. «Ты чего там творишь?» – закричала она. «Зачем газ открыл? Почему он так шипит? Ты нас сжечь хочешь?» Она вскочила с кровати, вышла на кухню, уперла свои кулаки в бока, и я понял. Сейчас она скажет свои знаменитые слова. Ну что, в голову или в живот? Но в это время в печке затрещали дрова. «Это что такое? Ты хочешь сказать, что ты за 20 секунд растопил печь? Как у тебя это получилось?» Я ей показал газовый баллон с насадкой. «Интересная штука», — сказала она. «А какова цена вопроса?» 250 рублей пьезонасадка, 70 рублей баллон, 300 целковых. Баллона хватает на 150 дней, если один поджиг 20 секунд. 2 рубля? Один поджиг? Воскликнула она. И хватит почти на всю зиму? Да коробок спичек дороже стоит. И будешь чиркать весь день, пока черкаш не порвется раньше времени. Я взял свою лучину, обернутую проволокой, и отдал ей. А вот это еще интересней, сказала она, рассматривая ее со всех сторон. Это же маленький свечной заводик. Нужна каждый день, и каждый день новая. И ничего не стоит. Все сделано из отходов. А проволоку, как я поняла, ты взял в лесу, когда провода ее меняли. И ее выбросили. Размерчик, правда, маловат. И, посмотрев куда-то ниже моего живота, сказала: пускай будет 20 сантиметров. И еще, немного подумав, она откинула волосы, ее глаза засияли давно забытым для меня цветом, и она добавила: можно, конечно, и побольше, но это на любителя. А если ее изготовить массово, упаковать в ящики по 100 штук и развести по магазинам по 10 рублей за штуку, а там за сколько хотят, пускай и продают. Ведь продается же уголь для шашлыка с розжигом. А это будут дрова с закладкой. Хотя нет, надо другое название. А то будут говорить в администрации: вон идет та
которая ничего не боится. Закладку в печку закладывает и знает, что ей за это ничего не будет. Пускай это будет запал. И только пускай магазины это не возьмут. Придут ко мне в администрацию с просьбой. Я найду, что им ответить. Неужели это все ты сам придумал? У тебя же мозги только в штанах. Ну вот, опять ты начинаешь, сказал я. Это я начинаю. Конь ты педальный. Как ты вообще мог? Она же с нашей дочкой в одном классе училась. Говорила мне мама, когда она приходила к нам уроки делать. Смотри, смотри, как он на ее коленки пялится. «Да что ты, мама!» – отвечала я. «Такое только в книжках бывает». Ну что ты опять завелась? Ведь 2 года прошло. А ничего, что я в 35 лет как лунь посидела. Ну я тоже пострадал. О, пострадал! Пострадалец! 2 зуба, 4 сломанных ребра и 3 месяца на курорте, в больничке. Да никто тебя и не просил с обрыва сигать. Ага. А ничего так, что меня к обрыву с карабином в руках на расстрел привели. Что мне еще оставалось делать? В ногах валяться и по пощаде молить, ответила она. Ох, если б ты знал, как она рыдала у меня на плече. А когда я ей показала полный чемодан с документами на мое имущество, а после еще 2 листочка с 2 чеками на садовую тележку и совковую лопату на твое имущество. Она завыла, как селигерская смертельно раненая волчица. «Отдай его мне!» — кричала она. «Он говорил, что богатый, что будем жить за границей. Отдай его мне! Я разорву его на части!» Но мы договорились. Я покупаю ей квартиру, а она мне отдает флешку с одной папочкой, которая называется «Мое лето с плешивым дедом».
Ой, чай-то мы побледнели. Чай ты нас зашатала. Что ты думал? Тебя папиком называли? А в ней еще 2 папочки. Минус 18. И 18 плюс. Ой, что это у нас ножки-то подкашиваются? За сердце схватился, на стульчик уперся, в тюрьму не хочется. Где твои мозги были? Хотя для меня ясно где. О чем ты думал? Не догадывался, что в домике, который ты снял, видеонаблюдение было. Помнишь Мишку над кроватью? Вот как раз в его пасти и была камера. Девочка-то не глупая была. А ты говорил: любовь. Вот она, любовь. Любовь – это когда 10-значный счет в швейцарском банке на 2. Вот это любовь. А когда один богат, а другой беден, это желание сладко пожить за счет другого. Слушай, если вот так за 20 секунд печка растапливается, так зачем ты мне нужен? Ой, что это у нас так глазки-то заблестели? Ты так и поверил, что я возьму вот так тебя при здравом уме и светлой памяти и отпущу? Так ты без меня сопьешься. И где-нибудь под забором тебя опять какая-нибудь молодуха подберет. Нет, нет, дружок, это у нас с тобой любовь. У меня сегодня занятие йогой. А ты у гаража снежочек-то откинь, а то за зиму намело. Да я вроде на рыбалку собрался, сказал я. Зачем тебе рыбалка? Сиди ты, домушка. Ты говоришь, как наша соседка, ответил я. Она всегда так мужу говорила. А потом рыдала на кладбище, на его гробу. Кричала: положите меня вместе с ним! Я без него жить не смогу! А я лежал в кустах в 20 метрах. Уже поднабрался. Она оглянулась, посмотрела, что все ушли, доскала зеркальце, навела порядок на лице со словами: ох,
москвичей-то понаехало. Еще много дураков по земле ходит. Посмотрела еще раз на закопанный гроб и сказала: «Эх ты, жил бы, да жил». Да, хороший замок был. «Ну и дура», — сказала жена. «Такие вещи вслух не произносят». Ладно, пошли спать. Мы легли на кровать и со словами: «Ах ты мой выдумщик! Ах ты мой волшебник!» Она потихонечку залезла на меня, и она получила то, о чем я и не мечтал в столь раннее утро. А за окном весело хохотал помолодевший у нас на глазах месяц, всем своим видом показывая: «Во!